знаменательный день. Снова поднимаемся в Алишань. Алишань — это одна из главных гор острова Тайвань, пожалуй, один из главных таких, прям вот сказать, визитных карточек острова. Да, куда я сюда приезжаю в каждую поездку, иногда даже по 2 раза за одну поездку умудряюсь, как в прошлом году. И как всегда, когда едешь куда-то высоко в горы, без приключений не бывает. То есть вчера мы поздно ночью спустились с горы Хэкуан. Была очень плохая погода, дождь, и поэтому решили сразу поехать в Алишань. Думал таким рывком подняться и спуститься с Хэкуан, и в этот же вечер подняться на Алишань. Вот такое можно, в принципе, представить, если бесконечно топить. Когда оставалось всего лишь 12 километров уже до подъема, дорога была перегорожена, и сказали, там огромнейший обвал, и все, значит, не проехать. Я говорю, да ладно, ну может там как-нибудь аккуратненько проехать. И мне там друзья уже договорился там остановиться в гостишке их. Нет, никаких вариантов. В общем, пришлось обратно спуститься к поселкам там на середине, где-то на высоте 1500, 1600, 1800, от Владимир говорит рядом, да, там где станция Алишань, где поезд, как раз знаменитый, туристический, тоже остановка там есть. И мы, значит, спустились туда, переночевали в гостинице, которую там тоже было непросто найти ночью, вот, и поехали обратно. Вот, и, значит, тут раз в час пускают машины. Тоже такой мощный обвал. Получилось даже его подснять маленько. Красота такая вообще просто. Обсыпалась в огромнейший кусок скалы. С землей просто уползло вниз, оползень такой. Вот, и его там расчищают и пропускают машины порциями раз в час. Так что сейчас мы подбираемся наконец к Алишань. Не знаю, будет сегодня дождь или нет, но туман очень сильный. Надеемся хоть немножечко погулять по туманным кипарисовым лесам. Привет, друзья! И мы снова в Алишань, снова у моего старого уже друга, мистера Ву. Пьем улун из Алишань, как раз уже все готово. Завершилась последняя практически стадия сбора. И сейчас готовы все чаи. То есть мы приехали сюда вовремя. В Алишань нас, да, встретил такой погодкой дождливой. Надеялись, что дождя не будет, но, слава богу, хоть добрались, а то из-за оползня могли не доехать. Вот сейчас будем пить 3 разных тайваньца, естественно, 3 местных улуна. Начнем с классических чинсян улунов, потому что это так визитная карточка Тайваня все-таки, и хочется именно их сначала попробовать. Вот, тоже заварим чашечки в конкурсной посуде, скажем так, которая для тестерства применяется. Потом попьем для удовольствия то, что больше всего понравилось. Выделим какие-то сорта. Вот сегодня мы не торопимся уже, потому что дождь. Дождь что может делать? Дождь может пить чай. А вот других задач тут для дождя у нас нет. Мне вообще очень здесь нравится. Такой тут маленький подвальчик. Атмосферный. Он говорит, что 3 вместе заварить. Я говорю, ну давай, вкуснее будет. Он говорит, ну давай. Он, кстати, заваривает на протяжении, по-моему, 2 минут 8 грамм. Вот, потому что знаю, что я люблю крепкий. То есть, на самом деле, вот это даже соотношение правильности, там, то, что нужно обязательно там столько-то грамм, столько-то минут, это все тоже, ну, так, условно. Потому что мастер, он все равно знает соотношение времени настаивания, да, температуры заваривания, объем посуды и количество чая. И вот в этом всегда можно играть. Это абсолютно нормально. Кроме температуры. Температура должна быть 100 градусов. Вот у него вот тоже чай весьма свой. Вроде столько уже пили светлых улунов, но вот такого аромата здесь не было. Вообще очень сладкий. Аромат очень сладкий вот у первого улуна. Мне прям особо понравился. Да, первый самый мощный. Второй простенький. Но, кстати, огня в нем не заметил особо. Как-то вообще аромата у него совсем мало. Средник вот очень зеленушный, такой травяной. Рассказывал, он говорит, как вот тоже говорит, так же крепко завариваете дома. Я говорю, что ну, по-разному очень завариваем. Зависит от того, какая посуда есть и в чайнике, в гайване. Там, но когда есть возможность попробовать и тестерскую посуду, конечно, пробуем все тестерской посуды. Хотя, ну, у меня, например, дома нет таких чашек. Я чаще всего дегустирую в гайване. Вот. Но, как правило, когда те бромди, которые добираются уже до дома, до моего, они
уже предварительно отобраны, и там у меня задача не сравнить, а оценить именно просто качество в целом чая. А здесь же нам очень важно сравнить чаи, потому что часто бывают они очень похожие, и как бы, но здесь, кстати, вот волнует просто без вариантов, он the best. То есть тут один очень сильно выделяется. Он сейчас положил побольше и настаивает не один раз, там типа 6 минут, а по полтора, по 2 минуты, по-моему. Хотя второго тоже цвет настоял очень неплохо. Такой янтарный. Но это не всегда показатель. Кстати, вот третий чай аромат выдал. Интересно то, что вначале не было. Хорош. Очень хорош. Такой вот классический тайваньский аромат. Прям вот хороший цинсян улун. Прям вот. Да. Это где-то примерно 20% ферментации, а вот это уже второй ближе к 30%. В разные дни собранный чай, и кроме того еще и по-разному сферментированный, поэтому, конечно, вкус совсем разный. Здесь около 20% ферментации, здесь уже ближе к 30%. Пошел вкуснее, да. Он после первом проливе он не отдал. Я говорю, что нас удивило то, что на первом проливе второй, третий чай, они вообще не дали никакого аромата вот, и вкуса. То есть вообще просто несравнимы были с первым. А все дело в ферментации. Чем более ферментированный чай, тем больше ему требуется времени на раскрытие. И экспозиция требуется дольше, и в проливах у нас скрывается не так быстро. То есть ферментация и обработка более такая серьезная, она прячет в чае его свойства глубже. А если это еще лауча, то прячет еще глубже. Но все неплохие на самом деле. Да, тоже попить печеные, но как бы говорю, что не обязательно. То есть я и зеленый чай люблю, и белый. Если тепло, если весной, там, когда все зеленое. Вот, все хорошо заходит. Да, неплохой. Мастеровой чайник. Дахунпао. Написано Дахунпао, да. Глина Дахунпао. Дахунпао не ляо. Вот это тоже поинтереснее, конечно. Ну, конечно, тут просто огонь, он сжег весь аромат у него. Вот этот чай с высоты 2000 с небольшим. Вот, а так у него самый высокий чайный сад на 2400. Я говорю, слушай, это как так вообще? Что в Лишане есть такие высоты? Он говорит, есть. Просто нужно очень далеко ехать по другому склону. Вот Дилан дорога, а другой. Он говорит, что здесь тоже эту плантацию государство хочет подрубить, не дает им выращивать на такой высоте. Такая же история, как была в Давилине, тоже подрезать хотят. Я говорю, чай же такой классный. Говорит, без вариантов. Говорит, возможно, что это один из последних уже чаев с такой высоты именно у нас здесь, потому что мы никогда не знаем, когда могут приехать, просто вырубить весь сад, сказать, типа, здесь нельзя ничего выращивать. Мы такие, говорит, да, возможно, что это последний чай наш такой. Очень грустно. На самом деле можно понять государство, с одной стороны, конечно, грустно, с другой стороны, все-таки это лес, они же вырубают лес на очень большой высоте. И государство говорит, что это портит экологию, микроклимат, уже сохраняет леса, а не фермерством заниматься на такой высоте. Он говорит, я тоже сделал белый чай, говорит, тут, я говорю, давай попробуем, что там ты сделал. Для себя, говорит, не продаю я его. Что продавать? Я говорю, давай, какой там белый чай. Сейчас заценим из улуна высокогорного белый чай. Вау. Сейчас он лауча заварил. Ну, поудивлять нас. Вау. Да, нельзя. Чуть-чуть, говорит, совсем. Какой ароматец. Забыл габа? Она тоже говорит, что, я говорю, белый чай-то сможешь сделать нам, если что? Он говорит, говорит, самое сложное, что его делать 3 дня, занимает много места, и поэтому дороже выходит гораздо. Потому что улун-то сделал, и все, и как бы с ним все хорошо, быстро получается. А вот белый чай так просто не выйдет. И поэтому я, говорит, делаю его, так, чуть-чуть для себя. Ну, в принципе, последний день, говорит, можно, когда уже все сделали, собрал, побольше положил, вот он сделал мешочек себе. Это у нас лауча приехал. Вау, заварил прям по-нашему долго. Мощно заварил. Прослушиваем тут яриковские чаи. Его Ярика белый чай оказался такой же, как белый чай нашего мастера по внешнему виду. Это у нас тут габа,
заферментированная в колбе вакуумной. Это у нас вот желтый чай. Реально очень тоже все по-разному выглядит. Но это типа жареный и с мятой, подскрученный, типа красный. Ну, не знаю, что из этого получится. И главное дать ему высохнуть, потому что... Я подумал, что наверное, не надо, лучше природно засушить, потому что если мы сейчас сушильный шкаф засушим, то у него испортится ферментация природная, и он будет слишком пересушен. А если он так высохнет, он будет еще вкуснее. На самом деле природная сушка, она всегда вкуснее получается. Шайгань такой, типа, более ароматный. Шай нету, но гань будет. Так, ну что, давайте, лауча. Угу. Лауча какой-то там, его лауча. Он говорит, я заложил его 1000 диней, говорит, 600 килограмм. Для него это большой объем. Он маленький, вообще позволитель очень. Ну он такой пропеченный. Зеленый? Да, конечно, это еще молодой, не старый. Ну что, мы определились, мы пропили около, получается, даже не около, мы пропили где-то 9 сортов разных, но 6 тех, которых он может продать, остальных их мало, поэтому, да, мы, в общем, определились. Очень хороший дунфан Жень, выдержанный у него оказался, очень хороший улун, один красный, ну, в принципе, 2 красных, но один мне прям особо зашел, поэтому, я думаю, будет около 5-6 сортов, которые тоже у нас появятся в коллекции. Ну вот. А сейчас мы пойдем гулять по парку. После хорошего чая нужно хорошенько погулять по Алишань и по замечательному лесу, абсолютно волшебному, который сколько раз не приезжай сюда, сколько раз тут не гуляй, всегда захочется вернуться снова. Невероятный туман. Сейчас продолжается очень сильный дождь. И сегодня закрыли дорогу снова, там где был обвал, потому что дождь продолжается. Мне даже смс-ка пришла от местного МЧС. Я решил остаться здесь еще на ночь. Переночуем, завтра будем спускаться обратно. Вот, сейчас гуляем среди кипарисов. Выгуливаю ребят. Добрый день, дорогие друзья! А сегодня у нас необычная серия блога. Мы сегодня будем пить чай. Так как у нас мы люди очень серьезные и одухотворенные, то сегодня мы ничего говорить не будем, просто будем пить чай. Потому что зачем что-то говорить, когда есть чай, есть лес, вот, есть гайвань красивая японская, есть парочка наших чайников, есть пакетик с чау-ча, есть пакетик с очень хорошим шу. Мы думаем, что нам подойдет и то, и другое, потому что шу мало, а чау-ча много. Приятных чаепитий, дорогие друзья, и до новых встреч!